Всем привет, вы на канале ZHD, и это история из ДНД 2. Вам очень зашла первая часть, так что... Да, и судя по вопросам, это так. Так что я решила выпустить вторую. Приятного просмотра. Кстати, если вы хотите повлиять на выход скорейшей третьей истории по ДНД, то подписывайтесь на телеграм-канал. Я там буду выкладывать обзоры. Итак, как многие могли заметить и поправить меня, ДНД вправду наверное, мало похоже на доту, максимум тем, что есть какие-то мифические существа, эльфы, луки и стрелы. Но, что реально похоже на ДНД, это ролевые игры. Я не стала их в прошлой части упоминать, потому что мало кто играет в ролевые игры, мало кто знает вот эту вот битву фантазий Фёдора. Но, по сути, да, ДНД — это ролевая игра, но в которой правила варьируются от одного кубика до огромных книг. Итак, наша вторая игра. В нашей второй игре вместо меня ведущей была моя подруга. Но я не сказала бы, что она была хуже. Я бы сказала даже, что она была лучше, потому что она постаралась как-то сделать интересный, креативный сюжет, продумать все эти штуки. Но в итоге мы, как обычно, все запороли. У меня для тебя есть шикарное предложение. Я и еще 20 человек, каждый из которых вносит свой небольшой вклад, работаем над мультпроектом. Да, пока никто, в том числе я, не получит за это деньги. Как минимум до выхода нескольких серий. Но тем самым ни на кого здесь не будут давить и просить нечто сложное, не будут просить образования и только ваши личные навыки. К тому же, твое портфолио для поступления, а в данном случае, вероятно, всего на аниматора, станет круче, и если повезет, и мы сможем довести все это до студийного масштаба, то каждый участник, по сути, получит работу. В плане получит ее до окончания школы, колледжа, вуза или где вы там находитесь. Плюс, если вы хотите быть аниматором у нас, то я готова вас обучить, я готова вам предоставить хорошие файлы для того, чтобы скачать программу, у которой, скорее всего, не будет вирусов, все в этом духе, потому что аниматоров нам, правда, очень не хватает. Надеюсь, смогла заинтересовать. Все вопросы по поводу к боту по ссылке в описании или в комментариях моего ТГК-канала. Активная ссылка в шапке профиля. С чего начинался сюжет? Мы, стая квадроберов, я знаю, уже звучит потрясающе, в команде с Хобби-Хорсером отправились в пустыню, как вдруг мы телепортировались на много лет в прошлое, и теперь мы на Диком Западе. Среди нас есть работорговец-нацист, шлюха-еврей, да, я знаю, то, что у нас потрясающая команда, кактус и... мошенник, который грабил на поездах, то что единственный персонаж, как у него, которого более-менее, по лору совпадал с игрой. И вот мы оказались в мире Дикого Запада. И нам сказали, что мы обязаны поймать злого наггетса, злого преступника, который, терроризировал буквально весь город. И, конечно, мы, хорошие люди, или люди, которые просто нуждаются в деньгах, пошли его искать. И все шло нормально, разве что в начале... Итак, давайте думать, как нам найти наггетс? Я даже не знаю... слушайте, там есть бандиты... Как думаете, может, они что-нибудь знают о преступнике? Отличная идея, как ты догадалась? Здравствуйте, господа. Да, блять. Слушайте, нет. Быстро, вор, атакуй. Куда он дел? Миледи, не уделите ли мне минуточку? Но вы же не думали, что я такой мудак и не получу пизды вместе со своими друзьями? Конечно же нет. Меня отшили буквально сразу, мне выпала какая-то критическая единица, это было потрясающе. О, миледи, вы очаровали меня с первого взгляда. Так же, что видела она. Привет, малая, еще одна, сейчас будет 2. Или, что мне нравится намного больше, ты случайно не мусорка? Тогда почему рядом с тобой так трудно дышать?
Но не будем о хорошем, ведь после этого небольшого промежутка они все равно так и не нашли преступника, и им пришлось искать уже какую-нибудь квартиру, какой-нибудь дом, где можно переночевать. Сперва они хотели попробовать в конюшне, но так как у них не было ни гроша, да и с арендодателем они как-то поругались, пришлось выкручиваться и искать другие способы. Слушайте, знаете, в церкви вам дадут переночевать и... Так, смотрите, давайте тогда вломимся в тот дом и... А еще в церкви за то, что вы переночуете, вам священник за молитвы даст денег? Блядь, ты что сделал? Ты ее убил? Админ, почему ты вообще не придумал, где нам спать? Почему ты даже не намекаешь, куда нам идти? В общем, да, вы правильно поняли, произошла как раз-таки та ситуация, которую я анимировала в одном из старых видео. Дело как произошло. Они не хотели изначально никого убивать. Они просто пробрались в этот дом, просто хотели оглушить девушку, вырубить, чтобы она не позвонила в полицию, никак не сообщила никому. И, они просто там переночевали. Но в итоге, из-за того, что они не рассчитали нормально силу... Итак, давайте, что мы будем делать с трупом? Давайте его растворим в кислоте. Как ты предлагаешь его растворять в кислоте? Мы на Диком Западе. Давайте его сожжем. Как ты предлагаешь его сжечь? Нам придется уходить далеко. Ребят, сука, зачем вы сюда пробрались? Почему вы не пошли в церковь? Шо нахуй? О, я придумала, что мы будем делать с этим трупом. Ладно, окей, все было не так жестоко, они меня не подставляли, они хотели меня подставить, и у них даже была мотивация какая-то, 2 мотивации. Первое, то, что я еблан, которых бросил, второе, это... Не знаю, не сесть в тюрьму. Но по итогу они поступили умнее. Шериф, срочно, тут преступление, не представляете. Вот, проходили мимо, а тут, представляете... вот этот вот преступник, которого мы разыскиваем, он убил прямо на наших глазах вот эту девушку. Мы не успели ее спасти, мы не успели его поймать, к сожалению. Вот, осталось только ее тело. Он сбежал. Но теперь мы понимаем, насколько он ужасен, и мы точно найдем ее. Вообще-то преступник мужчина. Найдем его. Просто понимаете, такое грустное событие, уже путаюсь в словах. Ну и вот, собственно говоря, они переночевали кактус на улице, так как он растение, и они сказали, что они не будут спать вместе с растением в одной комнате. Я, слава богу, в доме, они тоже, лошадь тоже. Потому что она не кактус, ей не нужна земля, чтобы спать. А затем на утро они отправились в одну из таверн или игровых клубов. Я так и не поняла, что это было, но суть в чем? 7 красная. Нахуя ты ставишь меня, у тебя есть деньги? Я не хочу их терять. В смысле? А меня то есть нормально? И вот мы, подняв денег, отправились искать этих преступников. Добрый день. Могу ли я узнать, знаете ли вы про наггетсы? Нас, к сожалению, похитили, и изначально нас хотели в целом убить. Но игра была давно, я не помню, что произошло. В итоге все хорошо, мы смогли его, поймать, мы смогли его отдать шерифу. Стой, Ниш, погоди, нам еще нужно знать, погоди, не надо, нет. Что ж, а на этом, собственно говоря, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Серьезно, давайте я буду вас там оповещать о том, что выходят новые ролики. Но не на этом, окей? Что еще? Третья часть будет опять голосование в телеграм-канале, где вы сможете как-то повлиять на выход третьей части. Что еще? Да, собственно говоря, наверное, на этом все. Пишите комментарии, как вам обзор, какие моменты вам понравились. Спасибо за просмотр. Всем пока.